Что ж, первый месяц 2023 года позади, и могу сказать, что январь мы закрыли достаточно неплохо. Ведь сами понимаете, 50% роста для биткоина буквально за один месяц – это очень хороший результат, учитывая прошлогоднее снижение. Тем не менее, уже начался февраль, и 1 числа ФРС наконец-то объявила долгожданную процентную ставку. Этого события инвесторы ждали чуть ли не с самого начала года, ведь за последнее время инфляция и ставки ФРС сыграли самую главную роль в движении всей крипты. Ставку повысили, как и прогнозировали, на 0,25%, и в этом плане для нас никакого сюрприза не было. Но самое главное, на что стоит обратить внимание, так это на прогнозы ФРС, которые были озвучены на пресс-конференции в среду. Пауэлл со своими коллегами вроде бы и намекали нам, что все хорошо, борьба с инфляцией дает свои плоды, но также Пауэлл говорил, что есть моменты, которые их совсем не устраивают. И главный посыл, который нес Пауэлл, заключается в том, что в этом году, скорее всего, никакого понижения ставок не будет. Но инвесторам было достаточно услышать, что ФРС движется в правильном направлении для того, чтобы поднять биткоин больше 6% и выше 24 тысяч долларов. А это, на секундочку, уровень, который мы видели только летом. Конечно, начать год с повышения ставок всего на 0,25% это очень хороший знак. Тем не менее, ФРС придется получить еще много данных в феврале, чтобы принять решение на мартовском заседании. На эти отчеты мы сделаем особый упор в этом видео. Ну и, конечно же, разберем самое важное, что было на заседании ФРС в среду. А также проведем технический анализ биткоина, чтобы узнать, куда он будет двигаться в этом месяце. Ведь от него будет зависеть вся криптовалюта. Поэтому смотрите ролик до конца, и вы узнаете, что нас ждет в феврале, почему ФРС продолжает повышать ставки, почему Пауэллу нужна высокая безработица в США и сколько будет стоить биткоин в конце этого месяца. Всем привет, меня зовут Влад, и вы на канале Coin22. Сегодня нам предстоит разобрать очень много различных экономических данных, отчетов и, конечно же, главные тезисы Пауэлла на заседании, чтобы четко понимать, какое влияние будет на криптовалюту в будущем. И в феврале нам обязательно нужно следить за несколькими событиями. Во-первых, это еще одно выступление Пауэлла во вторник, отчет по количеству заявок на пособие по безработице 9 числа, ВВП США за четвертый квартал 23 февраля, ну и, пожалуй, самый важный день в этом месяце – это 14 февраля, ведь нам объявят индекс потребительских цен, который покажет уровень инфляции за январь. Как показывает многолетняя практика торговли не только криптой, такие отчеты оказывают сильное влияние на рынки. А чтобы вы их не искали по всему интернету, мы специально для вас собрали эти и другие важные отчеты в удобный список, чтобы вы знали, какие дни нужно отметить у себя в календаре, и мы его опубликуем в нашем телеграм-канале Coin22. И дополнительно по каждому отчету будем предоставлять прогноз, чтобы вы заранее знали, куда будет двигаться рынок. Поэтому обязательно переходите по ссылке в описании в наш телеграм-канал, подписывайтесь и всегда будьте в курсе всех самых актуальных событий из мира крипты. Ну а первое, что мы сделаем в сегодняшнем видео, это подведем итоги заседания ФРС, которое было в среду. Ведь там было озвучено много важных вещей, на которые следует обратить особое внимание. В принципе, как и ожидалось, ФРС единогласно проголосовала за повышение процентных ставок на 0,25%, что стало 8-м повышением за последний год. Таким образом, ФРС отказалась от повышения на 0,5%, которое было в декабре, признав, что историческая инфляция замедляется. Но на пресс-конференции после объявления ставок Джером Пауэлл больше пытался акцентировать внимание не на снижении темпов ужесточения ФРС, а на том, сколько еще повышений потребуется для достижения их целей. И на конференции Пауэлл сказал: инфляция умерла, но остается слишком высокой. Мы все еще думаем, что нам есть над чем работать. Мы еще не приняли решение о том, где именно ставки достигнут своего пика. И последнее повышение ФРС подняло ставку до диапазона от 4,5% до 4,75% по сравнению с почти нулевым уровнем, которое было в марте, что является самым высоким скачком с начала 80-х годов. Однако большой вопрос заключается в том, насколько высоко пойдет ФРС. В декабре, согласно оценке чиновников ФРС, ставка должна достичь своего пика в диапазоне от 5% до 5,25% и останется на этом уровне до конца года. Но рынки прогнозируют, что Центральный банк сделает паузу после повышения ставки до 4,75% или 5% в марте и начнет ее снижать к концу года. Но вопрос, может ли ФРС остановиться до того, как ставка достигнет 5 или чуть больше 5%? Пауэлл в среду ответил: конечно, это возможно, абсолютно возможно. В зависимости от данных по инфляции
инфляции и рынку труда за следующие пару месяцев. В этом плане ФРС, естественно, смотрит на показатели инфляции, и она снизилась быстрее, чем прогнозировалось, упав с 7,1% до 6,5% в декабре. Тем не менее, новый отчет ИПЦ, который опубликуют 14 числа, может сыграть очень важную роль в дальнейшей работе ФРС и движении рынка. Поэтому, если вы желаете, чтобы мы сделали для вас отдельное видео о влиянии ИПЦ на крипту в феврале, ставьте как можно больше лайков и пишите об этом в комментариях, чтобы мы сделали это видео. Помимо снижения инфляции, экономика также начинает терять обороты. Например, рост числа рабочих мест снизился до все еще устойчивых среднемесячных темпов в 247 тысяч за последние 3 месяца. Также розничные продажи и инвестиции в бизнес упали в конце прошлого года. Но Пауэлл сказал, что ФРС не остановит свою политику, пока не увидит доказательств того, что рост заработной платы замедляется в таких сферах услуг, как здравоохранение, образование и питание. По его словам, на рост цен в этих секторах приходится большая доля инфляции, и они в основном связаны с затратами на рабочую силу. И к этому он добавил: учитывая наши прогнозы, я не вижу, чтобы мы снижали ставку в этом году. Это может измениться, если инфляция замедлится быстрее, чем ожидается. А еще одна проблема, с которой сталкивается ФРС, заключается в том, что более мягкий подход к повышению ставок, вероятно, снизит цены на акции, ипотечные ставки и другие расходы по займам, укрепляя экономику. И это может отразить цель ФРС по снижению инфляции. Хоть и прогнозы ФРС достаточно жесткие, но тем не менее все инвесторы сосредоточились только на положительных заявлениях Пауэлла и просто отказались думать, что ситуация в экономике США может ухудшаться. Вот поэтому мы и наблюдали, как фондовые рынки и крипта показывали рост после пресс-конференции ФРС. Вероятно, такое движение будет и после других февральских отчетов, таких как ИПЦ. Но если ты не знаешь, как на этом можно заработать, хочу тебя познакомить с подпиской Coin22 Pro, ведь она позволяет абсолютно каждому, будь то новичку или опытному трейдеру, ежедневно получать прибыльный профессиональный анализ рынка от аналитиков Coin22. Наша подписка Pro успешно работает уже более полугода, и за это время те ребята, которые к нам присоединились, успели выйти на стабильный доход. Например, перед решением ФРС участники Pro сумели заработать от 10% на движении Dogecoin, от 15% на росте Cardano, от 40% на активном пампе Polygon, и поверьте мне, это лишь малая часть прибыльных сделок за последнее время. Февраль обещает быть насыщенным, и к этому можно быть готовым только благодаря качественной аналитике рынка. Поэтому, если ты желаешь получить максимальную прибыль в феврале и не только, переходи по ссылке в описании, присоединяйся к подписке Pro и начни зарабатывать уже сегодня. На самом деле ФРС до сих пор не хочет понижать ставки, потому что считает, что безработица – это самое лучшее лекарство от инфляции, а она по-прежнему остается на низком уровне. В наших прошлых роликах я очень часто говорил про безработицу, ведь между инфляцией и уровнем безработицы есть прямая связь. По сути, безработица должна расти, чтобы инфляция снижалась. К такому мнению пришли экономисты еще в далеких 50-х годах, но в последние годы связь между безработицей и инфляцией была не такой яркой, и дезинфляция – это когда цены растут, но более медленными темпами, началась еще во второй половине 2022 года, без роста безработицы. На пресс-конференции 1 февраля Пауэлл до сих пор уделял особое внимание безработице. Должностные лица ФРС заявили, что не ожидают снижения ставок в ближайшее время и прогнозируют, что уровень безработицы увеличится с 3,5% до 4,6% к концу 2023 года. Хотя отчет по безработице, который был в пятницу, вообще снизился до 3,4%, из-за чего фондовый рынок, да и крипта немного подкорректировались. По этому поводу Пауэлл сказал: хорошо, что дезинфляция, которую мы сейчас наблюдаем, не пришла за счет более слабого рынка труда. Но я бы также сказал, что дезинфляционный процесс действительно находится на ранней стадии. Таким образом, Пауэлл дал понять, что для него важно видеть, как безработица увеличивается, хоть это и оказывает негативное влияние на экономику США. Но если 6 месяцев назад на печально известной встрече ФРС Пауэлл предупредил, что более высокие процентные ставки для снижения инфляции принесут некоторые проблемы, то, возвращаясь в сегодняшние дни, станет ясно, что Пауэлл был абсолютно прав, но не так, как ожидало большинство инвесторов. Более высокие процентные ставки действительно сработали, чтобы снизить инфляцию. Последнее февральское заседание ФРС может запомниться как неофициальный конец медвежьего рынка. Теперь ФРС признает улучшение прогноза инфляции, сигнализируя о конце цикла повышения ставок. Проще говоря, достоверные данные, имеющие значение в последние месяцы, изменились лучше, чем ожидалось, что оправдывает этот разворот ФРС. Примечательно, что есть признаки того, что экономика остается устойчивой, несмотря на ужесточение финансовых условий. Но тем не менее, на рынке есть очень много мнений, что в ближайшем будущем случится еще одно крупное падение. По мнению некоторых, экономика находится либо на грани гиперинфляции, либо мы на грани дефляционного коллапса. Но любой, кто сейчас предполагает, что инфляция
инфляция ускоряется или собирается резко подняться выше, немного ошибаются. Ведь динамика увеличения инфляции очень сильно изменилась по сравнению с прошлым годом. И на протяжении большей части 2022 года шортисты, конечно же, использовали заявления ФРС и слова Пауэлла, чтобы оправдать перспективу резкого снижения цен на криптовалюту. Тогда это могло сработать, но не сейчас, потому что даже после некоторых плохих слов Пауэлла, что ФРС пока не собирается понижать ставки, крипта даже и не подумала о малейшем снижении, из-за чего множество шортистов были просто-напросто ликвидированы 1 и 2 февраля на сумму более 50 миллионов долларов. Несмотря на то, что Пауэллу нужно увидеть высокую безработицу, он говорил, что простого смягчения ситуации на рынке труда наряду с замедлением роста заработной платы может быть достаточно для достижения ценовой стабильности. Другими словами, ФРС не пытается создать рецессию или обрушить рынок труда, как предполагают некоторые. Это очень важно, так как мы с нетерпением ждем следующих нескольких ежемесячных отчетов по заработной плате. Рост рабочих мест и стабильные условия занятости могут приветствоваться инвесторами как хорошие новости, указывающие на то, что экономика предотвращает более глубокую рецессию, ведь множество компаний уже адаптировались к повышенной инфляции. Такой положительный экономический фон, естественно, создает отличные условия для роста биткоина и всей крипты. Цена биткоина впервые за долгое время превысила отметку в 24 тысячи, что побудило многих инвесторов ожидать еще большего роста. Но до сих пор биткоин не смог вырваться еще выше. В последние дни цена биткоина стабилизировалась после сильного роста в начале и середине января. Сопротивление было установлено на уровне 23 тысячи, вокруг которого движется биток. У биткоина было несколько попыток подняться выше 24 тысяч долларов за последние несколько недель. Цена держится на отметке 23 тысячи в течение 1-2 недель, и он может сломать сопротивление, поднявшись выше 24 тысяч. Если это произойдет в ближайшие дни, вероятен резкий рост. В этом случае мы можем увидеть быстрое движение выше 25 тысяч, а при лучших раскладах даже до 30. И биткоину крайне важно пройти выше 24 тысяч, чтобы не было такой картины, как это было в августе. Если с каждым днем хороших новостей будет все больше, и будущие отчеты будут положительными, это станет отличным фактором для роста. Но также мы можем наблюдать небольшую коррекцию до 22 или 20 тысяч, где инвесторы с большим удовольствием продолжат накапливать биткоин. Соответственно, я больше склоняюсь в положительную сторону, и в феврале буду следить за ИПЦ и другими отчетами, чего и вам советую. Ну а чтобы вы не пропускали важные новости и события, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Жмите на колокольчик, чтобы первыми смотреть наши новые ролики, и увидимся в следующем видео. Всем пока!